Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я буду читать рассказ, который называется «Как я готовила борщ». Но сначала, знаете ли вы слова капуста, картошка, морковь, свекла, петрушка, день рождения, правда, бояться, забыть, в чем дело, неправильно, кухня, кастрюля. Слушайте, как я готовила борщ. Вчера у меня был день рождения. Я пригласила друзей и решила приготовить борщ. Я приехала из Японии. Раньше я никогда не готовила борщ, но он мне очень нравится, и я хотела приготовить русское блюдо. Правда, говорят, борщ – украинское блюдо, но в России его очень любят. Когда я шла в магазин покупать продукты для борща, я все время повторяла, потому что боялась забыть что-нибудь. Мне надо купить капусту, картошку, лук, морковь, свеклу, петрушку и мясо. Я все купила, приготовила борщ. Но он почему-то был не красный. В чем дело? Когда пришли гости, я спросила свою русскую подругу Лену: «Лена, что я сделала неправильно? Мой борщ не красный». Лена посмотрела в кастрюлю, попробовала борщ, еще раз посмотрела в кастрюлю и сказала: «Здесь нет свеклы. Ты забыла свеклу. Что делать?» «Ничего, Масуми. Масуми – это мое имя. Так меня зовут. Ты приготовила щи. Это тоже популярное русское блюдо». Гости с удовольствием ели щи, а я подумала: какая хорошая русская кухня. Я забыла один продукт и приготовила новое блюдо. Слушайте еще раз. Как я готовила борщ. Вчера у меня был день рождения. Я пригласила друзей и решила приготовить борщ. Я приехала из Японии. Раньше я никогда не готовила борщ, но он мне очень нравится. И я хотела приготовить русское блюдо. Правда, говорят, борщ – украинское блюдо, но в России его очень любят. Когда я шла в магазин покупать продукты для борща, я все время повторяла, потому что боялась забыть что-нибудь. Мне надо купить капусту, картошку, лук, морковь, свеклу, петрушку и мясо. Я все купила, приготовила борщ, но он почему-то был не красный. В чем дело? Когда пришли гости, я спросила свою русскую подругу Лену: «Лена, что я сделала неправильно? Мой борщ не красный». Лена посмотрела в кастрюлю, попробовала борщ, еще раз посмотрела в кастрюлю и сказала:
Здесь нет свеклы. Ты забыла свеклу. Что делать? Ничего, Масуми. Масуми – это мое имя, меня так зовут. Ты приготовила щи. Это тоже популярное русское блюдо. Гости с удовольствием ели щи, а я подумала, какая хорошая русская кухня. Я забыла один продукт и приготовила новое блюдо. На этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, что рассказ вам понравился, и мы встретимся с вами в следующий раз. До свидания!